сел в машину, пока я собиралась. Поэтому я уже иду, но все готовенькая. Мои дорогие, всем привет! Добро пожаловать в мой новый влог. Я не помню, было ли у нас приветствие, потому что я помню, что последние кадры были, когда мы ездили кататься на баги, там буквально, наверное, совсем немножко, но на самом деле это было уже довольно давно, больше недели назад. Если вы не смотрели мой предыдущий влог, то обязательно посмотрите, там у нас интересная распаковка. Я так давно с вами не общалась, вот просто по моим ощущениям, вот просто вот так, знаете, в привычном формате, потому что предыдущий влог был про распаковку, я его там снимала, да, ну просто одним днем с примеркой, и до этого там у нас были какие-то кадры из поездки, да, влоги из поездки там тоже, ну в общем. Так как на той неделе у нас был такой распаковочный влог, мне ничего жизненного не было, вы не знаете, что у меня происходило. В общем, как вы знаете, я, наверное, в 10-х числах вернулась с наших таких семейных новогодних каникул, и буквально через пару дней я снова уехала в Польшу. И забегая наперед, у меня сейчас тоже на следующей неделе еще одна поездка. Для меня это какой-то бешеный темп, я так не люблю, мне так очень тяжело. Но это такие, знаете, важные, скажем так, рабочие поездки, в которые я не могу не поехать, они нужны. В общем, они для меня важны, нужны. Я вообще очень люблю путешествовать, но когда это, знаете, такие запланированные какие-то поездки, я стрелец, я думаю, это тоже много о чем говорит. Мы вообще стрельцы, мы про заграницу, мы очень любим заграницу. Я очень комфортно всегда себя чувствую в путешествиях, мне это очень нравится, но я не могу там ездить, допустим, раз в месяц куда-то. Для меня это уже довольно часто. Для меня, знаете, идеальный, наверное, формат — это раз в 3 месяца куда-то поехать, тоже во что-то такое запланированное, потому что тебе уже хочется, скажем так, сменить обстановку, тебе хочется там что-то новое посмотреть и дальше по приезду продолжать свою обычную, комфортную, рабочую и обычную жизнь, да, в таком удобном для себя формате. Вот. А когда это так одно за одним, ты просто не успеваешь. Знаете, вот эти все дни, я вот как приехала, у меня, в принципе, январь такой сумбурный, потому что нет, вообще не хватает времени. Все равно у каждого из нас есть какой-то такой режим рабочий и личный, и как-то он уже так налажен, и все комфортно. Для меня комфортно, когда я там до вечера работаю, вечером у меня свободный, такой семейный. Это для меня такой любимый мой формат, знаете, когда я никуда не тороплюсь, у меня вот расписан мой день, но вечер, скажем так, свободен. Ну, понятно, бывают какие-то форс-мажоры, но в любом случае. Вот, а тут как-то куча дел туда-сюда, и вливаться потом сложно, ну, в общем. Я ездила в Польшу со своей Олей. У меня там тоже было одно такое небольшое дело, но я не могла его переносить, поэтому мне пришлось сразу поехать. Я бы поехала туда в любом случае и одна, но я предложила моей Оле, она оказалась не против составить мою компанию, и у нас получился такой, знаете, девичник. Мы, на самом деле, всего 2 ночи там были, я ничего не снимала, потому что просто проводили время вместе, где-то гуляли, немножечко совсем шопились. Вот. Такие сейчас быстрые границы, это так здорово, но, знаете, все равно с Минска до Варшавы, это все равно весь день в пути, даже несмотря на то, что там граница занимает 3 часа. Боже, это, конечно, просто сейчас, это какая-то роскошь, даже я уже забыла, что так бывает. И, как вы знаете, тоже в конце года, когда мы ездили уже там, с мужем и Бонечкой, да, тоже была адекватная граница, там были нюансы, но в любом случае довольно быстро, не так, как раньше, помните, у нас мы больше 30 часов как-то стояли, это трэш. Это был ужас. Вот сейчас все с этим нормально, это, конечно, очень здорово и приятно, но в любом случае все равно добраться до Варшавы, это все равно целый день в пути. Вот, но
Как-то так классная поездка, мне очень понравилось. Приятно. Приятная компания. Оля, привет, если смотришь. Вот. И сейчас мы вернулись, получается, в воскресенье. Сегодня у нас среда, я только что пришла с пилатеса, даже не знаю, я выгляжу, знаете, как помятая собака. Сейчас уже 8 вечера. И на следующей неделе я планирую поездку в Москву, тоже она такая нужная для меня, скажем так, рабочая, вот, поэтому придется тоже ехать, и я позвала свою сестру родную, мою Катажинку, знаете, просто чтобы не одной, я не могу, не то чтобы не могу, я могу поехать одна, конечно, это вообще не проблема, но, знаете, за компанию, вот, а моя Катажинка, конечно, не против, поэтому поедет она со мной. Вот, там, я думаю, что-нибудь поснимаю там тоже для вас, если будет время. Но надеюсь, что это тоже хочется мне максимально быстро там решить вопросы и вернуться уже. Потому что в январе реально я себе столько запланировала, делилась с вами какими-то планами, да, просто все мимо. Просто все мимо. Потому что какие-то разъезды, и в моменты, пока ты дома, тоже пытаешься там что-то работать, но у тебя параллельно еще там куча каких-то других дел. Ну, в общем, хочется мне быстрее все это решить и вернуться в свою обычную рутину, привычную. Что мы купили с Олей? Знаете, практически ничего не купили, потому что конец распродаж, оно уже такое самое неприятное, такое, наверное, вот самое неприятное время для шопинга, конец января, и вообще, в принципе, вторая середина января, потому что уже конец распродажи, в магазинах, знаете, такое абы что, если можно так назвать, и весенняя коллекция только начинает появляться, зиму покупать уже вообще не хочется. Но мы купили классный пуховик в Массимо, поэтому я, наверное, продам свой, который я покупала от нашего белорусского бренда, потому что я его как-то редко ношу. Он классный, но вот в Массимо мне нравится больше, под мой стиль. Я его тоже чуть-чуть позже вам покажу во влоге. А так из косметики совсем немножко, тоже какие-то позиции, например, нужно накраситься. У меня так много всего, много косметических новинок. Нужно как-то сделать макияж в этом влоге. Надеюсь, что я успею до воскресенья, до выхода этого видео, снять для вас собиралочку какую-то. Купила вот такую пудру от Huda Beauty. У меня есть такая в маленьком формате. Она такая классная, что я решила, что мне нужна обязательно в большом формате, в полном. А малышку буду брать, например, с собой для какие-то поездки, потому что эту, конечно, бандуру не очень удобно с собой таскать, да. Но для ежедневного макияжа домашнего, она суперская. Накрасимся, потом с вами расскажу про нее подробнее, хотя уже показывала вам ее в маленьком формате. Румяна House Labs я очень хотела. И мне очень хотелось оттенок гибискус. Вставлю, как он называется. Он самый популярный. Даже в Sephora пробник полностью стерт, потому что все девочки его тестируют и все покупают. И не в каждой Sephora тоже был этот оттенок. Хотя в этот раз был, Оля моя взяла в гибискусе, я взяла все-таки в другом цвете. Девочки, такой классный просто. Ну, тоже мы с вами накрасимся. Я теперь каждый день в нем. Это Гласси Cinnamon. Боже, он роскошный, такой красивый. У меня в таком цвете вообще ничего нет. Он не рыжий. У него такая текстура приятная. Он так легко тушуется. Потому что у меня обычно, знаете, что-то такое, ну, больше в розовинку все равно. А это прям такой красивый оттенок, вообще классный. Очень мне понравился. Вообще идеальные. Они такие жирненькие, и они так не пятном ложатся. Вообще классные, очень понравились. Классные оттенки. И, в общем, вся косметика Леди Гаги. Мне очень нравится. Я показывала вам в распаковке этот тинт от Huda Beauty. Я сейчас активно им пользуюсь. Очень мне нравится. Хочу найти оттенки, про которые я вам рассказывала, но этот тоже Warm Brown мне очень нравится. И, по-моему, я вам говорила, но вот в поездке как раз купила. Так, где второй? Подождите, девочки, я купила 2. Ой, девочки, я сейчас смотрю, так темно, наверное, да, но мне так хотелось с вами поболтать. Поэтому извините. В Sephora вышли новые тинты, как я люблю, в форме фломастера. На мой взгляд, самые красивые оттенки это 0,4 и 0,1. Но вот это намного лучше. Это красьте утром Huda Beauty, и до вечера у вас прям этот тинт. Ну, потому что тинт, он должен быть стойким. Он должен хорошо держаться.
Это по оттенкам Sephora тоже все красиво, но относительно худые и относительно моих любимых фломастеров от Кика, да, если говорить про фломастеры, держится уже не так хорошо. Но должна сказать, что я ношу тинт с блеском. Я всегда в блеске, я не очень люблю помады. И, конечно, и карандаши, и тинты с блеском держатся не так хорошо, возможно, да? Ну, потому что, понятно, все-таки блеск более такая жирная текстура, и немножко так быстрее это все съедается, скажем так. Но, опять же, этот держится с утра до вечера, этот пару часов, и как-то вот сходит на нет. Хотя цвета очень красивые, все равно это более стойкое покрытие, чем карандаш, но худо нравится намного больше. Что я еще купила? Тоже просто один из самых популярных продуктов, наверное, с конца года 25-го, да, и сейчас тоже. Это Salt and Stone, не знаю, как правильно называется этот бренд. Дезодорант, он на основе там натуральных компонентов, какой-то там супер классный, по-моему, без алюминия. В твердом формате, очень приятный аромат, сантал и ветивер. И по работе, ой, какой же он приятный. По работе, ну, на мой взгляд, тоже все отлично. Прям хорошо защищает. Он такой довольно большой, мне кажется, твердый и не забивается. Знаете, как такое часто бывает в складочке забивается дезодорант? Нет, с этим такого нет. Классно, очень мне понравился. Поэтому там есть, по-моему, 4 аромата, я уже не помню, может быть, больше. Еще взяла, слышала классные отзывы. По-моему, у меня был даже, да, Elizabeth Arden крем для тела. Я очень люблю дезодорант от Elizabeth Arden, вы знаете, это мои одни из самых любимых в таком кремовом формате. И с этим же ароматом зеленый чай для тела. Что мне еще? Снова консилер, да, я показывала вам его в прошлой распаковке, но все-таки тот тон для меня очень светлый. Поэтому могу посоветовать вам оттенок 22N. Мне кажется, он такой максимально нейтральный, он так и называется, светло-нейтральный. Это Tarte Shape Tape. Именно с фиолетовой крышечкой. Он один из самых популярных уже много-много лет. Такой классный, девочки, вообще суперский. Я очень люблю консилер от Dior. Мне он очень нравится. И вот этот нравится, наверное, даже больше. Ну, по крайней мере, тоже входит в топ моих любимых консилеров, однозначно. Он так красиво распределяется, он вообще не забивается в складочки. Я думала, что он очень плотный. Нет, вообще ничего подобного. Ну, вернее, да, он кроющий, но нисколько не перегружает эту область нашу нежную, да. Все несовершенства он скрывает. И, знаете, он так классно распределяется, такой пластичный, очень красивый. Действительно красивое покрытие, не забывайте в течение дня в складочке, не нужно ничего обновлять, вообще суперский. Что я тут взяла? Еще какую-то вот мелочь батист. Я даже не несла. Взяла еще пены Куричелс, как обычно, ну потому что надо. Батисты взяла для темных. Вообще батисты нет смысла покупать в Польше, они у нас как бы продаются, да, и цена такая же. Но у нас сложно купить именно для брюнеток батист. А там в магазине были, но в общем мы взяли тоже в запас. И я для поездок еще взяла такой вот маленький формат, что и опять сошла. Господи, за рецептами Bath & Body Works, потому что я постоянно пользуюсь. Ну и что я купила неделю назад. Пускай будет еще. Вот. Ну что, покажу вам куртку. Не помню, что я еще купила. По-моему, ничего. А уже у нас, кстати, купила на Ламоде. У меня закончилась моя умывалка. Я покупаю такие уходовые вещи для базового ухода у своего косметолога, вы знаете. Но... Блин, так, сейчас мне далеко к ней ехать, хотя я думаю, надо уже записаться на пилинг и заодно куплю. Но мне все равно интересно пробовать что-то новое. Я купила вот этот от Genesis, или как называется этот бренд. Очень-очень популярная эта умывалка, какая-то такая классная. И она кислородная. Я уже успела ее пробовать. Это так прикольно. Вообще не сушит, хорошо очищает кожу. В общем, вы ее наносите на лицо, оставляете секунд на 10, и она, знаете, ну, за счет того, что она кислородная, появляются такие пузырьки. Прям такая вот, как будто, она становится такой объемной, скажем так. И вот так здорово очищает кожу, и потом так приятно. В общем, мне очень понравилось. Очищает очень хорошо. Но у меня всегда все равно двухэтапное очищение. Всегда мне обязательно сначала это какие-то пэды для снятия макияжа, либо там мицеллярная вода, там гидрофильное масло, что угодно, да. Ну и потом вторым этапом уже умывание. Поэтому не знаю насчет того, как она смывает макияж, если это только один продукт.
Ну, вернее, если без первого этапа, но как второй просто супер, очень понравилось. Вот такая у нас распаковка. И, боже, извините за такую долгую болталку, но хочется поговорить. У меня муж уехал в Лиду сегодня и вернется только послезавтра. У меня такой свободный вечер. Хочу просто посмотреть что-нибудь не знаю, на ютубе. Может быть, наберу себе ванны, поем свое мороженое любимое. Такой у меня будет обычный спокойный вечер. И тоже с моими всеми этими разъездами. Наконец-то на этой неделе я влилась полноценно в свои тренировки. У меня в понедельник была тренировка в зале, сегодня у меня был пилатес, завтра в четверг у меня опять тренировка в зале. Так вот прям здорово вернуться, я очень люблю. И, конечно, в поездках я не занимаюсь, просто в поездках все равно, знаете, ты ходишь, и у тебя высокая активность, поэтому как бы нормально. Вот, но в зал я в поездках, очень почти не прям редко хожу, не помню даже, когда такое бывает, скажем так, нет, спорта нет, только вот такая бытовая активность. Так что так приятно вернуться, и у меня даже, знаете, после тренировки в понедельник у меня, по-моему, была еще такая новая программа, и я прям чувствую, как тело, знаете, болит. Это такая нормальная боль. Кто занимается, то знает. Хотя обычно, когда ты постоянно занимаешься, тело привыкает, и у тебя вообще ничего такого нет. Что-то такое скорее бывает. Бывает такая чувствительность, но она, скажем так, приятная. А тут я прям отвыкла за 2 недели, и все равно прям так у меня ягодицы, ноги, прям пресс. Все так чувствуется. Но я это очень люблю. Не хочется выпадать из режима. Для меня вообще, в принципе, я люблю режим все-таки, потому что у меня сейчас тоже такая, я думаю, что у многих проблемы. Так тяжело вставать сейчас. Просто кошмар. Ты встаешь позже, чем обычно, и у тебя день какой-то короткий. Так, все заболтала. Так, дорогие, из домашних новинок. Посмотрите на эту красоту. У Бонечки появились новые апартаменты. Как это красиво. Это Hunting Pony. У нас от этого бренда также переноска есть. Я ее еще в 2024 году, в начале года она появилась. Боже, я показывала вам осенью, по-моему, еще в Zara Home такую похожую будку, такую тоже лежанку, как корзиночка, да, я вставлю картинку. И на тот момент она мне очень понравилась. Я ее не купила. Что-то я про нее думала, до сих пор думала. Пока не увидела вот эту вот Hunting Pony. Как это красиво, девочки. Мне кажется, это, знаете, это даже выглядит как элемент декора дома вообще. Здесь лежанка она очень мягкая, льняная. Ее можно, по-моему, достать, постирать. Вот, и она такая, знаете, довольно большая, вместительная. Это натуральная лоза. И здесь основание тоже деревянное. В общем, по качеству она просто шикарная. Не знаю, как на видео, но в жизни она выглядит, правда, очень достойно, очень хорошо. Поэтому у Бонечки новый дом. Вообще у Бонечки лежанка в каждой комнате. Когда мы с мужем здесь в гостиной, она отдыхает здесь. Она очень любит у мужа временный кабинет, будущая детская, да, у нас пока там обустроен его временный кабинет, и там тоже около батареи стоит ее лежанка, и она там очень любит тоже полежать, когда он там сидит, она там постоянно тоже тусуется, но ночью она, конечно, спит на кровати, конечно, так звучит, да, конечно, в общем, нет выбора, она спит на кровати, мы уже привыкли, мы, если честно, любим это даже, наверное, больше, чем она. Бонечки, там ужин, возможно, слышно. У нас такая холодина, мне уже так надоели эти свитера, это просто какой-то кошмар. На мне сегодня свитер из H&M, такой тепленький, мохеровый, это у них премиальная коллекция. Помните, с мохером еще суперские, тепленькие. Сегодня в нем была. Привет, мои дорогие, доброе утро. Я уже вернулась с тренировки, как-то замерзла немножко. Уже мои любимые сырники в аэрогриле приготовились, поэтому сейчас буду завтракать. И буду готовить чаек. Взяла свою самую большую кружку, это Zara Home. Когда я показываю, постоянно спрашивают. Она очень классная, объемная. Сколько здесь миллилитров? Не знаю. Может быть 400, 350, что-то такое. Но у нее очень неудобная ручка. Она такая тонкая. И знаете, когда кружка полная, так не очень удобно держать. Буду готовить чаек, который я очень сейчас люблю.
мне понадобится. В принципе, основа чайная может быть любая, но у меня как раз есть такой вот зимний чаек. Он тоже сразу с апельсином, с корицей, с яблоком такой, да? Но все это я буду добавлять еще в натуральном выражении. Беру апельсин, где-то такой один кусочек, разрезаю его на 2 половинки. И эти 2 половинки пойдут в чай. Сейчас сразу залью, пускай он заваривается. На завтрак у меня сырники мои любимые. Просто я их ем всегда, они мне не надоедают. Изредка мне там хочется съесть какое-нибудь вареное яйцо, не знаю, там с огурчиком, что-нибудь такое, либо авокадо-тост, ну там у меня просто хлебушек и авокадо. Мне еще нравится тоже лаваш с легким сыром, но сырники все же всегда на первом месте. У меня, кстати, всегда есть дома кипяченая вода, холодная, мы разбавляем чай. Это у меня от мужа. Она у нас в графине именно для чая. Это у меня такая привычка от мужа. Мы когда стали вместе жить, это у них в семье так было всегда, чтобы чай можно было пить сразу. И у нас дома тоже так всегда. Я уже так привыкла, что даже не понимаю, зачем ждать, пока он остынет. Нет, ну понятное дело, что иногда ты там планируешь его выпить минут через 5, а в это время заниматься какими-то делами, но я люблю сразу разбавить. Вот у меня он такой красненький. Ой, девочки, видно немножко. Если покажу больше, разолью. Добавляю 2 дольки, получается, апельсина, лимончик. Он такой красивый будет и вкусный. Лимончик такой, нормальный кусочек. Имбирь. Кусочек свеженького имбиря. Так, вот такой. Какой ароматный. И корицу. Палочки корицы продаются в любом продуктовом, мне кажется. Ну, в продуктовом, который чуть побольше. Или на том же Wildberries, я думаю, найдете. Я покупаю в продуктовом. Вот, я беру где-то половинку на чашку. Ой, все, красота и вкуснота. Пускай немножечко у меня минуточку постоит. Еще мята у меня есть, добавлю мяту. Вообще, люблю вкусный чай. Сейчас медики. Так, прям вот так добавлю. Все, просто сказка. Буду сейчас завтракать, смотрю сериал. В Threads мне попался турецкий. Я не смотрю турецкие сериалы, потому что они, там, не знаю, на 500 серий. Их надо сидеть, смотреть. В принципе, там всегда они об одном и том же, все понятно. Мне они нравятся, я ничего против них не имею, но мне очень жалко времени. Потому что они такие очень затянутые, хоть там все и понятно, все равно хочется смотреть. Потому что очень много классных турецких сериалов, я уверена. И я когда-то смотрела «Черную любовь», рыдала потом, не знаю, полгода, наверное. Я шучу, конечно, но еще давно очень смотрела «Черную любовь», мне кажется, все ее смотрели. Кто смотрит турецкий. И смотрела, конечно, «Постучись в мою дверь», но чисто случайно. Я очень долго его отрицала, потому что понимала, что он такой долгий, хоть он такой популярный. А потом, как-то сидела на маникюре, там была одна серия, и, в общем, пошло-поехало, пересмотрела его. Что еще смотрела? «Дочь посла». Мне просто очень нравится актриса Неслихан Атагюл ее зовут, не знаю, извините, если неправильно. И вот пока она там снималась, я смотрела, потом уже стало неинтересно. Это тоже было давно. Вот, и сейчас я начала смотреть. В Threads попалась рекомендация, что он не такой типичный, как все остальные турецкие, что не только там про любовь. Хотя, очевидно, там и про любовь все будет, все понятно, в принципе. Вот, называется «Правосудие». Ну, такой. Не то чтобы очень затянул, но на фоне вот смотрю. Так что сейчас за завтраком тоже буду смотреть. А из того, что реально могу посоветовать, мне кажется, что сейчас тоже все видели, очень популярно, называется «Его, ее». Мы с мужем смотрим. Мы пока посмотрели только, наверное, 4 серии. Ну, уже вот близимся к концу. Очень классный, интересный. И для семейного просмотра тоже подойдет. Такой красивый у меня чаек. Реально очень вкусный. Здесь у меня мои сырники. Много джема, потому что его можно много. Я его купила в Польше, в Варшаве, в Карифуре, по-моему. Здесь всего 6 калорий на 100 грамм. Ой, на сколько? Не на 100 грамм, девочки, а на порцию 20 грамм.
но я его реально просто могу много съесть. Вот он такой немножко кисловатый. Очень мне понравился. Буду в следующий раз возьму несколько баночек, может, что-нибудь другое даже попробую, потому что сырни я ем каждый день. Вообще я люблю и со сгущенкой, и с моим любимым джемом тоже. Вставлю картинку. Много раз вам показывала. Так что да, приятного мне аппетита. И посмотрю немножко сериал за завтраком. Дорогие, я тут еще продолжаю, но я же не показала вам. Конечно же, сладкое. Всегда, каждый день у меня сладкое. Просто стараюсь, конечно, контролировать и стараюсь включать в свой рацион. То есть примерно подрасчитываю, да, сколько это там по БЖУ. Вот, но обязательно это очень для меня важно. Я очень большая сладкоежка, отказываться не хочу и не буду. Вот, как бы... Почему бы и да. Поэтому у меня тут тоже шоколадка, вот эта вот студентская с грушей. Я ее так люблю всегда, когда бываю в Польше. Покупаю себе. И потом обязательно наслаждаюсь. Все, теперь точно приятного аппетита. Завтракаем всегда с подружкой обязательно. Вот в такой позе, чтобы она на мне сидела. Так, дорогие, я села делать макияж. Уже немножко нанесла тон, но вспомнила про вас. Поэтому сейчас как раз мне нужно добавить, и я вам покажу, что использую. Покажу новые любимые продукты. Сегодня у меня будет тон от Dior. Вот этот вот Skin Forever, который в стике. Я купила себе вторую баночку в оттенке 1,5N. И сейчас он мне идеально подходит, когда я такая светленькая. Он подойдет девочкам только с жирным, комбинированным, склонным к жирности типом кожи. Ну и нормальный тоже хорошо увлажненный сухому типу нет. У меня вот здесь вот как раз хочется немножко добавить, продублировать мои несовершенства, скрыть. Очень он мне нравится. Классно в течение дня держится. Очень его люблю. Вот сейчас как раз таки по оттенку хорошо мне подходит. Вот я его уже нанесла, а потом я немножечко вот добавляю. Потому что тон наносить долго, чтобы не занимать у вас много времени. Такими слегка втаптывающими, скажем так, движениями я его наношу. Вбивающими. Под глазки я его не наношу. Под глаза я буду использовать только консилер, потому что он суховат, нам эту область перегружать не нужно. Вот. Есть, в принципе, такие супер увлажняющие тона, и я их могу нанести сразу и под глазки, и тогда уже не наносить консилер. Вот. Но под глаза, в принципе, много всего не нужно. Зачем утяжелять? Очень мне нравится он. Классный. Но хорошо нужно кожу подготовить. Обязательно нанести уход. Просто на сухую кожу не нужно, потому что может что-нибудь подчеркнуть. Вообще, на самом деле, это такая стандартная ситуация. Все тона разные, и каждому нужен какой-то определенный подход. Консилер буду сегодня использовать в оттенке 22N от Tarte, про который я вам рассказывала. Именно в этом оттенке вот просто самый идеальный Tape Shape Tape, прошу прощения, 22N. Мне кажется, подойдет большинству. Он такой пластичный, он так хорошо растягивается. Я наношу вот прям сюда. Чуть-чуть. И тоже он прям вообще ничего не сушит, хорошо кроет. Кисть у меня, кстати, от бренда Manly Pro 113. Очень классная кисть. В принципе, когда я использую кремовые текстуры, я весь макияж могу сделать одной кистью. Вот, она такая в меру плотно набитая, но, знаете, бывает настолько плотно набитая, что прям ничего не тушует. Нет, вот она идеальная. В принципе, вот посмотрите, я весь макияж сделаю одной кистью. Прибиваю его. Сейчас, когда я накрасилась этим тоном, я могу даже не использовать пудру, потому что он такой не сияющий, не влажный, даже несмотря на то, что у меня склонная к жирности кожа. То есть можно немножко нанести, чтобы зафиксировать макияж, но так прям плотненько нет. Пудра не нужна. Так, дорогие, заметила, что я без микрофона, но лучше поздно, чем никогда, поэтому я его подключила. Итак, значит, с консилером мы закончили. Немножечко припудрюсь я чуть позже. Сейчас я буду наносить скульптор в оттенке
Gentle. Опять же, подойдет большинству. Мне кажется, он такой самый удачный. Он вообще и на супер светленьких девочках не будет смотреться грязно. Можно наносить его и сразу на лицо, но он такой, знаете, довольно пигментированный. Поэтому я, наверное, его вот так вот на ручку нанесу. Немножко набираю. И вот так вот совсем чуть-чуть такая легкая тень. С ним очень сложно переборщить, поэтому я все же рекомендую наносить его, наверное, с руки, чтобы прям пятен никаких не было. На лицо, наверное, все-таки лучше не нужно. Ну, хотя, если вы уже умеете хорошо это делаете постоянно и продуктом пользуетесь не первый раз, то можно и на лицо тоже. Но мне больше нравится все-таки так, знаете, лучше наслоить, особенно когда дело касается скульптора, даже когда он не супер пигментированный, чтобы не было грязи. Вот такая легкая появляется тень, какой-то, знаете, такой объем. Вот, наношу я совсем немножечко скульптора. Так, у меня, как всегда, есть чистая влажная салфетка, чтобы убирать все излишки. Дальше я хочу, знаете, наверное, сделать губы. Хотя нужно было бы румяна, но мне так хочется, чтобы немножечко впитался. Пока я буду болтать. Huda Beauty, оттенок Warm Brown. С ним тоже нужно приловчиться, потому что если его вовремя не растушевать, вы до вечера будете... Ну, вы, конечно, отмоете. Вы до вечера будете ходить с этой вот полоской, потому что он очень такой ядреный и очень стойкий. Для меня это определенно плюс. Я уже умею им пользоваться. Полгубы накрасили, пальчиком подтушевали. У меня сам по себе оттенок губ не очень бледный, поэтому, в принципе, он так неплохо на мне выглядит, как мне кажется. Даже если съедается блеск, как-то не выглядит, что у меня такой, знаете, яркий контур. Вот, я наношу только по контуру и пальчиком вот эту границу стираю. Именно с этими маркерами действительно лучше нанести второй слой, чем не растушевать и оставить яркий, потому что он как будто даже проявляется. Поэтому очень важно его тушевать, и застывает моментально. И еще этот маркер важно хорошо, правильно хранить. Вот так, потому что зараза сохнет. Он, как бы, знаете, не хочется, чтобы такой продукт работал максимально долго, потому что я смотрела видео в ТикТоке, что у кого-то он быстро застывает, у меня пока все нормально, но я его храню вот так. Надеюсь, что не произойдет таких ситуаций неприятных. Итак, дальше у нас будут румяна. И я сейчас вот как купила, каждый день использую только их. Такие они классные. Хотя вообще у меня такого оттенка никогда не было. Всегда у меня что-то все равно более такое уходящее в розовинку. Я вам покажу сейчас на руке сводч. Зачем? На щеке покажу. И можно прям сразу на щеку наносить, потому что вот они настолько жирные. Видите, какой цвет? Ну, как бы странно. И он не застывает. Он хорошо тушуется за счет того, что он жирный. Вот основа прям классная. Вот, и с ними тоже не переборщишь. Вот их не нужно наносить сначала на руку, знаете, потом переносить на щечки, потому что он долго, хорошо тушуется. Ну, то есть не то чтобы долго, но время есть, чтобы они не засохли. Я тоже немножечко к виску поднимаю. Главное, все эти продукты не тушуем вниз, тушуем наверх, чтобы не опускать лицо. Вот тоже остатки можно тоже на лоб перенести, чтобы тоже у нас появился такой небольшой объем и тень. Кстати, это все. Вот столько продуктов в упаковке, да? Могли бы немножечко побольше сделать. Ну ладно. Здесь тоже. Прямо так вот можно его нанести. Цвет вообще такой шикарный. Вот здесь никакого розового подтона, но при этом никакой рыжинки абсолютно. Классный вообще, так мне нравится он. Иногда, знаете, не хочется розового. Причем я сейчас говорю не про розовый, там яркий какой-то оттенок, да, но все равно все румяна у меня как-то немножечко уходят в такую пылинку, ну что-то такое, все равно подтон скорее розовый, чем какой-нибудь персиковый или там рыжий. Вот эти прям такие красивые, карамелька такая.
Мне очень нравится, что никакой рыжинки. Вот, можно даже еще немножко добавить. Вот, с румянами это огромный плюс, когда они не пигментированные. Потому что если с ними переборщишь, то вообще сразу так выглядит. Нехорошо. Тем более сейчас, когда я буду припудриваться, оно все равно еще немножечко станет менее ярким. Сразу, видите, такой, мне кажется, объемчик появился на лице. Не просто белое полотно. Всегда, когда наносите тон, не забывайте добавить какие-то румяна. Так, в принципе, можно и губы накрасить. Любимый блеск от Кика в оттенке 0,7. Мне кажется, многих девочек я на него подсадила. Нет блеска, который блестит дольше, чем Кика. Просто нет. Поверьте, я хожу в блесках всегда. Я не люблю помады на себя. И мне нравится, когда вот долго вот это вот ощущение блеска, чтобы не нужно его так часто обновлять. Все съедаются максимально быстро. Dior тоже неплохо держится, но не сравнить. Chanel тоже хорошо держится, если какие-то там блесточки есть. Если блесток нет, то тоже не очень хорошо он держится. Уже неплохо. Так, брови. Ну, с бровями у меня всегда все просто. Расчесываем. И я крашу, вы знаете, только вот здесь вот начало. У меня густые брови, я с ними ничего не делаю. Можно было бы, конечно, но... Ну, я в смысле только вот здесь вот внизу выщипываю. Красить мне точно их не нужно, потому что они у меня и так, из-за счет того, что густые и темные, но мне как бы уже, наверное, я была бы просто как этот... Ладно, не будем называть. Только начало и буквально вот совсем чуть-чуть, потому что я буду тушевать. Такие, знаете, не супер какие-то четкие границы. У меня уже заканчивается мой лайнер. Очень люблю его, он настолько натуральный. Вот этот Vivienne Sabo фломастер. Всем рекомендую. У меня в нейтральном оттенке. Я никогда не покупала ничего для бровей черного, потому что это будет трэш. Черный, его нужно запретить всем для бровей. Оттенок 02. Очень хороший, если вы темненькая и у вас темные брови. Вот я только начало и тоже щеточкой так вот вверх поднимаю, оно все тушуется и просто заполняется вот эта вот моя пустота. И как всегда, как чаще всего, по крайней мере, Luxe Visage, такая мертвая фиксация до конца дня. Не всегда мне это хочется, но чаще всего, особенно когда какие-то свитера надеваешь, конечно, он вот держит стойко. Молодец. Что-то не очень у меня здесь выглядит. Никогда я брови вверх не поднимаю, потому что они будут до сюда, мне кажется. Так, ну и что у нас осталось? Кисточку, чтобы не было белого налета, протираем. Белого налета от тонального крема. И только потом закрываем. Хайлайтер. Давайте нанесем, раз у меня есть новенький. Так мне нравится Rare Beauty, что они делают таких вот малышек. Для меня это просто идеально, потому что у меня много продуктов, а этим я хотя бы успею его использовать до того, как он испортится. Вот, как-то я не знаю, то он мне нравится, то он мне не очень нравится. Иногда мне кажется, что он съедает тон. Поэтому мне больше нравится наносить его пальчиками, чем кистью. Потому что вот если кисточкой, как будто немножко разъедает, не знаю. Но он выглядит очень деликатно. Никакого там супер сияния. Такой вот красивый продукт, не перегружает кожу. Когда правильно падает свет, такой красивый блик получается. Что? Ну давайте немножко припудрюсь. Пудра у меня сегодня от Laura Mercier рассыпчатая. Хватает на 1 000 000 лет ее. Она не наглухо матовая. Я так совсем чуть-чуть пройдусь, потому что у меня и так довольно сухой тон. И просто чтобы зафиксировать. В течение дня не очень люблю припудриваться, потому что каша получается. Поэтому тогда уже лучше использовать какие-то матирующие салфетки. И уже на сухую кожу можно немножко припудриться, но это такое. Не мое любимое все равно. Тушь. Моя самая любимая, вы, конечно, знаете, это Хеймиш. Но вот в адвенте мне попалась вот эта от Илья, и она нормально смывается. Поэтому сегодня пускай будет
Она делает невероятно красивые ресницы. Девочка, мне очень неудобно красить глаза на видео, поэтому извините. Так, ну вот, не знаю, будет ли видно на видео, но я в зеркале. Просто один глаз и второй. Очень-очень красивый у нее эффект. Она так хорошо разделяет. Тут у нее силиконовая щетка. И я готова. Второй глаз на месте. Вот такой у меня макияж. Если вы смотрите меня давно, то знаете, что плюс-минус макияж мой всегда выглядит одинаково. Несмотря на то, что у меня очень много косметики, я просто люблю пробовать какие-то новые продукты и использовать, то есть играться со всеми продуктами для лица, но никогда для глаз. То есть все вот эти тени, там даже стрелки я не очень люблю. И, ну, даже не помню, когда в последний раз я там с тенями ходила. Это мой максимум, это какой-то там, вот знаете, такой какие-нибудь влажные такое сияние, блестки, и то я не помню, когда я это делала. Вот мне прям некомфортно, хочется быстрее из себя это смыть. Собственно, поэтому, наверное, и не так у нас часто мои бьюти-включения, хотя я это все обожаю, и мне хочется показывать чаще, да, но я не понимаю, будет ли интересно, потому что как бы продукты разные, да, и можно что-то новенькое рассказать, но результат всегда один и тот же. Вот. Что я хотела вам еще рассказать? Я забыла показать вам распаковки. От Rituals мы с Олей купили, надеюсь, видно, капли для загара. Какие-то, я так понимаю, новые у них появились. И я спросила у чата GPT, все ли будет окей с моей кожей, потому что мне автозагар для лица очень часто забивает поры. У меня проблемная кожа, и потом вот эти вот такие прыщи долго проходящие. Ну ладно, прыщи, пятна от них очень долго остаются. Он сказал, что все окей. И действительно все окей, ничего не спровоцировало. Но я не знаю, как охарактеризовать это средство, потому что оно не делает ничего. В первый день я добавила 2 капли в свой крем. То есть, как обычные капельки, мы добавляем в свой ночной крем и ложимся спать. На утро должны проснуться загорелыми. Ничего. Я думаю, ну ладно, я специально добавила всего лишь 2 для того, чтобы познакомиться, чтобы не быть там оранжевой с утра, чтобы все было окей. Добавляю во второй день 3, по-моему, уже 3 капли. На утро ничего. На следующий раз я добавляю 4 капли. Ничего. В следующий раз я добавляю 5 капель без крема, просто эту сыворотку на лицо. И ничего. Короче, спасибо, что без прыщей новых, но и без загара. Не знаю, как так. Знаете, не так много даже отзывов на ТикТоке. Вернее, они есть, но от работников Rituals. То есть девушки, которые там работают, менеджеры, снимают и продвигают этот продукт, но вообще, не знаю, может быть, на какой-то супер белой коже деликатный эффект и будет, но, к сожалению, на мне тоже на светленькой ничего. Даже, знаете, обычно бывает в зоне роста волос, то есть около бровей, там, если немножко неправильно нанесешь, вот здесь тоже такие, ну, тоже вот по линии роста волос, да, какая-то такая рыжеватость от этих продуктов. Ничего нигде, никуда он не забился даже, ну, в общем, такой максимально неоднозначный. Но также у меня есть продукт, который меня невероятно порадовал. Мы с Олей взяли миниатюрки от бренда Rode, вот это вот их самый популярный тонер, глазированная кожа, да, про него все говорят. И он, вау, нужен полный. Он такой классный. Его очень часто сравнивают в ТикТоке с моим любимым тонером от Solimax. Нет, они абсолютно разные. Solimax, он мне очень нравится. Я его постоянно использую. Это мой любимый тоник. Но я не могу сказать, что у него какая-то такая плотная текстура. Он все равно как водичка. То есть он впитался, ну и все. То есть ну, хороший, но это не какой-то крем. Не знаю, может быть, кому-то он и заменяет крем, но мне точно нет. Но мне, в принципе, и не нужна замена. Я тоник и крем наношу отдельно, мне не нужно 2 в 1. Но вот это намного более плотная текстура. Я вам потом покажу даже поближе. Но даже сейчас видно, да, что он белый, от него прям капли есть. И он настолько хорошо увлажняет кожу, что она прям, ну, столько появляется красивый, здоровый блеск. Очень мне понравился. Я вот даже не хочу использовать вот этого малыша, чтобы брать его с собой в какие-то поездки, потому что хочу купить полный формат.
Вот нужно поискать, где его купить. Очень мне понравился. Вот прям действительно классный. Такая красивая, глазированная, действительно с ним кожа. И тон на него будет ложиться тоже прекрасно. Поэтому Rhode я вообще никаких надежд не полагала на него. Мне очень нравятся румяна от Rhode. Это одни из моих любимых. И так же, как мне нравятся румяна, ровно так же мне не нравятся блески. Вот они для меня просто никакие. То есть он нормальный, но рука к нему вообще никогда не тянется. У него очень странный запах. Для меня он по текстуре, знаете, как будто какой-нибудь блеск, там, не знаю, с Алиэкспресс за $1. Ну, то есть он вообще какой-то никакой. Но у меня прозрачная версия. Я не пробовала именно с цветом. Ну, не понравился. Он такой очень жидкий. Ну, короче. А вот румяна, вот этот продукт, вот прям супер-супер. Не зря его так обожают в ТикТоке. Так что вот так. Вот давайте я вам даже покажу. Смотрите, вот этот тоник от Solimax. То есть у него есть цвет, он чуть более плотный, чем обычный тоник, потому что это все-таки тонер. Он все равно, знаете, такой увлажняющий, но я не чувствую, что он там прям как-то супер напитывает мою кожу. Однозначно я его очень люблю и рекомендую. Это все супер класс. Но вот здесь прям, хотя, знаете, сейчас на руках так очень у меня тоже увлажнено все же. Но вот этот вот просто смотрите на консистенцию. Блин, нужно было их показать вам вместе, чтобы была разница. Вот он, видите, прям как молоко. Он реально белый. И вот давайте покажу вам. Ну, то есть видно, правда? Вот даже вот этот как растекается, этот более густой, даже медленнее течет. Вообще классный. Как такой лосьон. Понравился. Так, дорогие мои, новый день. Я сейчас собираюсь убегать. Думаю, нужно записать концовку к влогу. И, надевая свитер, вспомнила, что нужно обязательно поделиться с моими девочками. Я на этой неделе стирала свои мохеровые свитера, так как я уже испортила один свой... Ну, даже не то, чтобы испортила, на самом деле он стал даже лучше, но, конечно, он полностью все равно потерял свой первоначальный, не то чтобы даже вид, ну, вид он просто стал меньше, но, слава богу, он мне подходит. Он просто, знаете, мохер, он стал такой более, скажем так, твердый. Вот этот свитер я покупала в H&M премиум, он с мохером, шерстью. Что там в нем, боже, я уже забыла. Вязала я бирочку, сейчас я вам, дорогие, скажу, потому что многим будет полезно, я думаю. Да, мохер, шерсть, полиамид, ангора. Так, ну, в общем, он у меня сел, но из-за того, что он был большим, и я вовремя заметила, что он начинает садиться в стирке, да, после стирки, мне удалось его, скажем так, не то чтобы даже спасти, в общем, просто я вовремя остановила этот процесс, уже не сушила его, конечно, в сушилке, хотя, знаете, случайно можно сделать все что угодно. Вот, и он просто стал меньше, но он стал не таким мягким, более твердым, более плотным. Мне он нравится, все хорошо, ничего не это. Но сколько я испортила за всю жизнь, девочки, таких вот свитеров неправильной стиркой, это просто кошмар. Я помню, у мужа тоже свитер превратился там в свитер на ребенка, да, которому 1 год. Ну, в общем, мне кажется, у каждого из нас что-то подобное такое было. Вот, и в этот раз я тоже стирала вот этот свой черный свитер, и один свитер мужа шерстяной, и еще один свой тоже серый. И поэтому уже, скажем так, изучила, как это сделать дома. Вообще лучше всего это, конечно, идти в химчистку, но, боже, я так это все не люблю, для меня так сложно куда-то пойти, сдать, ждать, прийти, забрать. Ну, в общем, мне прям сложно. Вот такие, знаете, химчистки даются, какие-нибудь там швейные мастерские, мне нужно собираться с мыслями долго. В общем, я показывала вам давно уже в распаковке розовый такой гель для стирки, сейчас я покажу. Вот, девочки, вот такой для шерсти и шелка, это Grass. Я знаю, что многие из вас, мне потому что советовали, любят вот эти гели для стирки, ну, просто для обычной стирки, для обычных вещей, да. Я тоже пробовала, все хорошо, но все-таки капсулы мне нравятся больше, я люблю, чтобы был аромат. Но на том же Wildberries не самый огромный выбор каких-то продуктов, и вот этот мне понравился больше всего. Привлек мое внимание, скажем так, и я взяла его. Это такая огромная банка, и для шерсти, и для шелка подходит, поэтому пускай будет и у вас дома тоже.
Просто, в принципе, мне кажется, любой можно купить. Обычно это гель для шерсти и для шелка. И в такой прохладной воде, прямо в ванной, я его туда налила, и все свои свитера очень так бережно постирала в прохладной водичке, также сполоснула, отжала. Они стали, ну, из-за того, что очень тяжелые, они, ну, знаете, мокрые, они прям так растянулись. Я думаю, боже, их очень важно правильно сушить. И сушила я на полотенце махровом 3 дня и 3 ночи, честное слово. Это стирка была. У меня просто, знаете, свитера эти огромные на всю комнату. Просто они там сушились, я их положила на махровое полотенце. И эти махровые полотенца заменяла несколько раз, потому что они впитывали всю эту влагу. В общем, важно, чтобы они сушились на чем-то, да, то есть не просто повесить, потому что они растянутся. В общем, сушились они долго, но идеальное состояние, вообще ни капельки не уменьшились. И по ощущениям, по мягкости это всё то же самое. Конечно, мохеровые шерстяные свитера из кашемира — это все супер, они греющие, и на зиму это идеально, но, к сожалению, они требуют такого супер ухода. Поэтому вот будете знать, как можно это дома сделать. Уверена, что многие знают, но даже если кому-то одной из вас это будет полезно, это уже не зря. Вот, потому что мой серенький тоже просто идеально, с ним ничего не произошло, он такой же мягкий, и по размеру вообще ни капельки не уменьшился, и плотнее не стал. Ну, в общем, мне уже не хотелось, чтобы они портились. Ну и вот этот мой черный тоже я покупала в Аркет. Он тоже такой максимально мягкий, уютный, большой и не испортился. Все, я сейчас убегаю. Сегодня у меня запись в нотариус. Запись в нотариус. Какая запись? Просто иду. Сумку беру с собой. Надену шубку. Аромат дня у меня сегодня Acne Studio. Очень мне нравится. Ну и все. Будем с вами заканчивать этот влог. Как обычно, желаю вам самой-самой прекрасной недели. А мы с вами увидимся совсем скоро. Пока-пока.